Всем привет, меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик, и вы на моей передаче «Сектор джаза». Неделю назад вышел выпуск, который касался регармонизации, я надеюсь, вы его уже посмотрели, если нет, ссылка будет в описании. А сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о втором типе регармонизации. Если в первой программе мы говорили о принципе, в котором мы сохраняли устойчивые гармонии из оригинала произведения, во втором типе регармонизации мы по сути отказываемся вообще от тонального центра и разукрашиваем нашу мелодию так, как хотим. Прежде чем показать пример регармонизации, давайте проведем небольшое упражнение. Его нужно будет сделать вместе с фортепиано. Давайте построим все возможные аккорды от разных басов, имея мелодическую ноту, например, пусть это будет нота соль. Итак, поехали. Если у нас в басу нота до, а мелодическая нота соль, у нас всегда будет нота соль, то мы можем построить какие аккорды? Мажор, минор, доминанта. Любые из этих аккордов всегда будут получаться. Идем на полтона выше. В басу ре бемоль, вверху все так же соль, и нота соль для ре бемоля это высокая 11, либо низкая 5. Соответственно, в данной ситуации мы можем построить ре бемоль мейдж, ре бемоль 7 диез 11 или до диез полуменьшенный. И до диез уменьшенный, конечно же. Идем дальше. Следующий бас нота ре. Нота соль для него будет квартой либо 11 ступенью. Соответственно, мы можем построить ре минор 11 или ре сус. Следующая нота ми бемоль. Соль для нее большая терция. Соответственно, здесь получится мажорный, доминантовый и увеличенный аккорд. Дальше в басу нота ми. Соль для ми это малая терция. Значит, мы можем построить ми минор, ми уменьшенный, ми полууменьшенный. Но нота соль может быть для ми и высокой ноной. Соответственно, мы можем построить ми септ с высокой ноной. Идем дальше. Нота фа. Басу нота фа, соответственно, нота соль для нее нона. И здесь мы можем строить мажор, минор, доминанту, уменьшенный, полууменьшенный. Вообще все можем построить. Фа диез в басу, нота соль для фа диеза это низкая нона. Соответственно, у нас здесь построится фа диез септ с низкой ноной, уменьшенный и полууменьшенный. В басу нота соль, в мелодии нота соль, значит что? Мы можем построить вообще все, что угодно. В басу ля бемоль, нота соль для ля бемоля это большая септима. Соответственно, любой мажорный аккорд и минорный аккорд с высокой септимой. В басу нота ля, нота соль для него малая септима. Здесь получаются любые минорные аккорды, любые доминантовые и полууменьшенный. В басу нота си бемоль, для него нота соль это либо 6, либо 13. Здесь получится си бемоль 6, си бемоль минор 6 и си бемоль 13. И у нас осталась последняя нота в басу, это нота си. Нота соль для нее низкая 13 или высокая квинта. Здесь может получиться си септ бемоль 13, си увеличенный и си минор с низкой секстой. Ваша задача сесть за рояль или за клавиши и попробовать все эти аккорды, услышать, как они звучат. Это очень хорошее упражнение. Для чего нам было нужно это упражнение? Оно нужно нам для понимания того, что мы можем любую ноту в мелодии гармонизовать любым аккордом, но сначала нам нужно придумать бас. И вот это основной принцип данной регармонизации. При таком типе регармонизации главное сохранять все те же самые принципы, что были в предыдущем уроке. Первое. У вас должно быть направление. Есть такой прием, его придумали еще в Средневековье. Когда мелодия движется вниз, бас обязательно должен идти наверх. И наоборот, мелодия идет наверх, бас идет вниз. Следующий принцип. Хроматизм – это самый-самый сильный ход. Используйте в басу максимально много хроматических ходов.
А принцип третий – доверьтесь своим ушам, доверьтесь своей интуиции, пробуйте, ищите. Знайте, что у вас с любой мелодической нотой и определенным басом всегда есть несколько вариантов, как раскрасить гармонию. А теперь давайте послушаем мой вариант аранжировки на ту же композицию, что было в предыдущем ролике. Это мелодия «Старый клен», и мне снова помогла записать его Алла Туровская, точнее, в данном случае хор Аллы Туровских. Приятного просмотра! Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Сразу скажу, данная запись не несет в себе, на мой взгляд, какой-то творческой ценности. Это просто пример того, что можно сделать с мелодией. Ноты этой аранжировки обязательно будут прикреплены в описании. Вы можете спокойно посмотреть, проанализировать. Основные идеи. Обратите внимание, как я выстраиваю бас. Я стараюсь выстраивать его противоположной мелодией и максимально много использовать хроматизмов. Второй принцип. Обратите на первый и второй такт. Первый такт я разукрасил только минорными аккордами, второй только мажорными. А мелодия одна и та же. В этом может быть некая концепция, некая идея. Но в принципе вы можете подобрать к этой же самой мелодии абсолютно другой бас и разукрасить так, как считаете нужным. Главное, доверяйте своим ушам, своим рукам, своему чутью, и все будет хорошо. На следующем уроке мы обязательно поговорим о том, какие принципы игры гармонизации использует Джейкоб Колье. Соединим первый выпуск, второй, немножечко добавим от британского гения. Оставайтесь с нами. До встречи.